Добрый вечер, друзья! Очередной вечерний новостной блог на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе всех главных событий в России и мире. По данным оперативного штаба, в России за истекшие сутки выявлено 15 700 новых заражений коронавирусом в 85 регионах. Больше всего в Москве – 4389, Санкт-Петербурге – 684 и в Московской области – 466, умерло за сутки 317 человек, что является рекордом с начала пандемии. Прозвучало много заявлений президента России Владимира Путина в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Так, по его словам, мировая экономика еще может столкнуться с острыми проблемами в связи с ее неустойчивым восстановлением на фоне пандемии. Президент России посчитал эпидемиологическую обстановку в мире довольно сложной, что связано с объявлением в ряде государств локдауна, когда предприятия, компании приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим работы. Кроме того, как указал президент России, вводятся вынужденные ограничения в быту, в повседневной жизни людей, что тоже сказывается на работе целых секторов экономики. Пресс-служба Восточного военного округа сообщила сегодня о том, что в Хабаровском крае потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34 Минобороны России, жизни и здоровью летчиков, успевших катапультироваться, ничего не угрожает. Важное заявление поступило сегодня от премьер-министра Армении Николы Пашиняна, заявившего о невозможности решения конфликта с Азербайджаном мирным путем. По его словам, вопрос о статусе непризнанной Нагорно-Карабахской республики в настоящий момент не имеет дипломатического решения, сообщает РИА Новости. Профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов порекомендовал гражданам больше пользоваться кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта. В этом случае можно избежать ношения перчаток. В связи с неправильным пользованием ими в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил он в интервью Интерфакса. Чуланов отметил, что нельзя снимать перчатки, класть в карман, а потом снова надевать, подчеркнув при этом обязательное ношение медицинских масок всеми без исключения. Телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» назвал все известные типы коронавирусной инфекции. Доктор перечислил следующие сценарии болезни: бессимптомное течение болезни, сопровождение симптомами ОРЗ, осложнение в виде нетяжелой пневмонии и агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией. Первый вариант, с его слов, практически безопасен для инфицированного, в то же время как последний считается крайне опасным для людей с хроническими заболеваниями. Аэрофлот отменяет плату за замену даты и направления на внутренние рейсы эконом-класса. Ранее такая услуга стоила 2600 рублей. Для переоформления билета пассажиру нужно за 30 минут до отправления обратиться по месту покупки или в контакт-центр. Правило распространяется на все билеты эконом-класса, которые были куплены с 16 октября. Дата вылета должна быть до 25 марта 2021 года включительно. Сегодня утром на 70-м году жизни скончался известный своими неординарными высказываниями московский протоиерей Дмитрий Смирнов, экс-председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства. На этом мой вечерний блог главных новостей дня 21 октября подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, Ренат.